Итак, тема адаптации мигрантов, особенно в мегаполисах, одна из основных тем нашего проекта. Мы знаем, что Россия вместе с другими развитыми странами переживает сейчас период увеличения притока мигрантов и сталкивается с проблемами их адаптации, особенно в мегаполисах. Проблема миграции очень актуальна для России, как и для целого ряда стран. Миграционные потоки несут огромный позитив. Культурный обмен, развитие общества. Исторически эти процессы всегда предполагали человеческие контакты. Естественно, проблем много и у нас. Одной из важнейших особенностей российских миграционных процессов является порядок въезда большинства мигрантов, трудовых, прежде всего мигрантов, в Российскую Федерацию. Как вы знаете, с основной массой стран Содружества независимых государств, иными словами, бывших советских республик, у нас существует безвизовый порядок въезда. И, соответственно, регулирование целого ряда вопросов, связанных с притоком иностранных граждан, конечно, приобретает свою специфику. В последние годы мы столкнулись с такой проблемой. К нам прибывает значительное количество иностранных граждан с целью найти работу в России. И мы предоставляем работу иностранцам. И эти люди не владеют русским языком. Часто не знакомы с элементарными нормами миграционного законодательства. Плохо осведомлены в вопросах российских традиций, культурных норм, принятых в нашем обществе. В результате такие проблемы, конечно, вызывают определенное недовольство у населения страны, но проблема заключается не только в этом. Наиболее острой составляющей данной проблемы частью является следующее. Сами мигранты, будучи абсолютно неподготовленными к жизни в России, испытывают массу сложностей. И не случайно, не так давно, в июне минувшего года, принятая концепция государственной миграционной политики Российской Федерации уделила огромное внимание именно данной проблеме. Важный раздел миграционной концепции определяет, что государство, гражданское общество должны совместными усилиями активно и много работать в области адаптации и интеграции мигрантов. И целый ряд мероприятий, которые сегодня осуществляет и Федеральная миграционная служба, и очень многие общественные, национальные, религиозные организации в Российской Федерации направлены именно на решение данной проблемы. В Российской Федерации, так же как и в Германии, создано определенное правовое поле, в рамках которого осуществляются все миграционные процессы. Это и действующий закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, который предусматривает работу и с иностранцами, которые приезжают в Российскую Федерацию на работу. Это закон регулирует порядок приезда и проживания в Российской Федерации лиц, которые приехали на учебу, на лечение и так далее. То есть практически всех категорий иностранных граждан. Отдельно у нас принят федеральный закон, который касается лиц, ищущих убежище, то есть беженцев. Да, у нас отдельно принят такой закон. И кроме того, есть закон, который касается вынужденных переселенцев. Если говорить международной терминологии, то это у нас вынужденные переселенцы, а по международной терминологии это внутри перемещенные лица. Ну и ряд других законов. Это не значит, что у нас все хорошо в правовом поле. Совсем недавно, в прошлом году, президент утвердил концепцию государственной миграционной политики до 2025 года, в которой предусмотрено, безусловно, совершенствование нашей миграционной политики. Четко расписано по всем направлениям миграционной политики.
И один из главных вопросов, который сейчас стоит перед Российской Федерацией, это предвыездная подготовка иммигрантов еще до приезда на территорию Российской Федерации. Конечно, концепция миграционной политики и новая стратегия национальной политики, которая вот сейчас подписана президентом, а правительство Российской Федерации разрабатывает план реализации, там тоже много вопросов по части культурной адаптации, взаимодействия мигрантов с местным населением. И впервые в этих документах говорится о роли неправительственных организаций России. Поэтому было несколько рабочих встреч с главой Федеральной миграционной службы в рамках Совета по межнациональным отношениям при президенте, где как раз выстраивается вот этот план работы неправительственных организаций. И наши коллеги уже сейчас пытаются создавать центры адаптации мигрантов, где обучают языку своими силами, основам законодательства, культурным традициям. Это межкультурное сотрудничество на базе национально-культурных автономий, где в том числе и мигранты могут представить свою национальную культуру, познакомиться с культурами народов, проживающих в мегаполисах. Конечно, это очень острый вопрос снижения неприязни как местного населения к мигрантам, так и мигрантов к приезжим, так и приезжих к жителям мегаполисов. Это очень острый вопрос, потому что, я, наверное, не знаю ни одной страны, где, так сказать, население не испытывало бы каких-то стереотипов, неприязненного отношения к приезжим. Всегда, так сказать, приезжие рассматриваются как люди, которые могут занимать рабочие места, приносят незнакомую культуру. И здесь вот именно только просвещение. Причем очень важно, что, вот, например, в европейских странах практикуются специальные видеоролики, социальная реклама, большая просветительская работа в школах, специальные учебные курсы. В странах Балтии я видел на остановках антироссийские такие плакаты, которые настраивают население именно на приятие, восприятие иных культур, иного мировоззрения. Вот такую же деятельность нужно очень широко развернуть и в Российской Федерации на базе школ, вузов, средств массовой информации, рекламы мегаполисов и других форм просвещения и распространения информации.